Как в 2022 году изменить жизнь к лучшему, перестать зависеть от мнения вашего руководства с работы, бесчисленных начальников и кого бы то ни было еще. Об этом я сегодня вам расскажу. Я расскажу про тот метод, который работает, который не требует денег, который не требует каких-то манипуляций с вашим, так сказать, внутренним миром. Вам всего лишь нужно начать действовать. И для этого я вам предлагаю ознакомиться с тем, каким образом вы можете это сделать. Как изменить свою жизнь к лучшему. И если вы последуете этому алгоритму, тогда у вас есть все шансы изменить свою жизнь уже в этом году и абсолютно забыть о тех проблемах, которые у вас есть, были и которые вы ожидаете на примере того, как вы прожили до этого свою жизнь. Просмотрев это видео пару-тройку раз, а главное услышав то, о чем я в нем говорю, вы сможете достичь этого. Причем совершенно бесплатно и без каких-либо длительных мучительных ожиданий повышения по карьере или чего-то еще. Я не дипломированный психолог или специалист коучинга и тому подобного. Я просто своими словами вам расскажу, как это работает, на мой взгляд. А открывать глаза или жить в состоянии робота в анабиозе – это уже ваш выбор. Итак, для начала вам следует расслабить мозг, отвлечься от всех забот, которые вас окружают, и пару дней постараться совершенно ни о чем не думать. Некоторым из вас потребуется на это больше времени, но не увлекайтесь. Результатом расслабления должно стать достижение некоторого равновесия в эмоциональном и физическом состоянии. Причем в это время лучше воздержаться от взаимодействия с окружающими. Не стоит с кем-либо общаться от слова совсем. Возьмите отпуск или несколько отгулов на работе. Распределите задачи так, чтобы вас не отвлекали. Что ж, следом важный этап. Вам требуется просто задать один вопрос. Что вас не устраивает в жизни? Ответ нужно в письменной форме по пунктам откровенно записать на бумаге. Не просто произнести или подумать, а именно составить список и записать его. Аккуратно и полностью указать все пункты друг за другом по мере размышлений. Справились с этой задачей? Идем дальше. Пишем напротив каждого пункта то, что, на ваш взгляд, исправит ситуацию конкретно с этим пунктом. Не воспринимайте это как перечисление проблем. Вы описываете задачи и самостоятельно двигаетесь по пути к их решению. К примеру, написав свою проблему, я не могу себе что-то позволить, но я этого хочу, и отсутствие этого меня напрягает и бесит. Вы пишете: «Мне нужна денежная сумма» и указываете ориентировочную цифру. На задачу «Я хочу, чтобы рядом со мной был любимый человек», который есть или которого вы еще не повстречали, вы делаете запись. Мне нужно познакомиться, повстречать человека, который станет моим любимым. Или указываете того конкретного человека, с которым хотите быть. Продолжаем. Теперь вы указываете срок, когда вы хотели бы этого всего достичь. Реальный, в зависимости от задачи. Не завтра или сию минуту, а ориентировочно реализуемый в реальности срок. Вам нельзя врать самому себе. Материальные пункты вам нужно соотнести с временной шкалой. К примеру, в течение года, разбив по месяцам, укажите, какая часть средств вам потребуется в тот или иной месяц, начиная с завтрашнего дня. В итоге вы получаете картину с частями и суммой, которые вам потребуются ежемесячно на протяжении ближайшего года. Нематериальные желания вы дополняете комментарием, который описывает ваши действия, необходимые для достижения вами желаемого результата. А это как раз такие, как регистрация на сайте знакомств, поход в людное место для того, чтобы показать товар, так сказать, лицом. Либо звонок тому, кто не рядом с вами, но вы испытываете влечение к этому человеку. Многие же хотят молча и сидят в ожидании, что все само собой как-то произойдет.
и человек сам их найдет, либо вспомнит о их существовании. Далее, то, что касалось материального, оцените и подробно распишите трезво свои расходы на примере крайних месяцев, 3-6. Сколько вам требуется на покрытие текущих расходов и обязательств. Таким образом, мы плавно подошли к вопросу, сколько вам требуется денег для счастья ежемесячно. Сравните эту сумму с той, что у вас получается заработать в течение месяца. Теперь у вас есть понимание, на своем ли месте вы находитесь в этой жизни. Если желаемое никак не может быть покрыто вашим текущим доходом, даже путем оптимизации расходов и выброса глупых, совершенно необязательных трат, то вам нужно задуматься о самом главном. Чем бы вы хотели заниматься в жизни и что вам доставляет удовольствие? Ведь практически все, что мы делаем и чем занимаемся, так или иначе является для кого-то способом заработка. Ваша крайне важная задача определить это для себя. Причем не опираясь на мнение окружающих, которые могут сбить вас с вашего пути. Это ваш путь, и только вы решаете, каким он будет и куда вас приведет. Если вы настолько устали от жизни, запутались или вовсе не успели что-то попробовать, чтобы понять, что вам приносит удовольствие, то пора как раз этим и заняться. Подберите список увлечений и попробуйте. Запишитесь на пробный урок гончарного мастерства, рисования или торговли на бирже. Это может быть что угодно. Главное попробовать своими руками, оцените ощущения от результата, какой бы глупой на первый взгляд эта задача не казалась. Следующим этапом будет поверхностное изучение того, как зарабатывают люди на этом. Посмотрите YouTube, поищите информацию о самых успешных в том деле, которое вам понравилось больше всего. Как вы считаете, они могут себе позволить решить те задачи, которые вы ранее описали в своем списке? Так чем же вы хуже? Вы, конечно, на этот вопрос, может, и начнете искать ответ, но этого как раз делать не надо. Ответ правильный, только один. Ничем вы не хуже. Все ограничения у вас в голове. И самый главный этап – пробуйте, рискуйте. Не стоит сразу все бросать и уходить с работы. Попробуйте уделить час времени в день на изучение и 2 часа на практику. Кроме того, спустя месяц начните предлагать людям результат своей новой работы, своего увлечения. Вы обязательно найдете того, кто захочет у вас это купить или воспользоваться вашими услугами. А это придаст вам уверенности в правильности выбранного пути. Развивайтесь в этом, и вы очень скоро получите подтверждение работоспособности этого метода. Кстати, если у вас место проживания не позволяет заниматься любимым делом, смените его. Вы же не дерево, хотя и его можно пересадить при желании. Так что действуйте сегодня и не откладывайте свои истинные желания на когда-нибудь, если и может быть. Весь мир в ваших руках изначально, с момента рождения. Пока вы о себе не заявите, поверьте, никто о вас не подумает и никто о вас не узнает. А вы ведь можете изменить свою жизнь сами. Пользуйтесь и не забудьте поставить лайк этому видео. Вопросы, пожелания оставляйте в комментариях. Понравился выпуск? Поделись. Возникло желание получить личную консультацию? Так это можно. Эффективно и очень дорого. Всем пока.